нам вино, мальчик. Не поболтала. И послушать живую музычку. Шикарный вид отсюда, конечно. Только туристы. Целый лес посреди города. Вина, конечно, как кот наплакал. Смотрите, какая красота просто. Мы в Лиссабоне. Главная площадь Португалии. Площадь коммерции. Она же торговая площадь. Площадь построили после большого землетрясения, которое было в 1755 году. Тогда практически весь город был там стерт с лица земли. Было сначала землетрясение, потом поднялась гигантская волна цунами, а потом еще несколько дней были пожары. И после этого маркиз де Помпал, это типа был премьер-министр, и он занимался именно восстановлением города. И после этого землетрясения была построена эта площадь. В центре площади памятник, по-моему, Жозе I. Это король, который правил во время землетрясения. Но формально реально занимался восстановлением города премьер-министр. А этот король, он настолько, ему, не знаю, психику повредило это землетрясение, что он после него жил всегда в палатке, он боялся ночевать в зданиях, чтобы на него это все не обрушилось. Вот такой был король. Триумфальная арка построена также в честь восстановления Лиссабона после Великого землетрясения. Сейчас туда можно подняться за 6 евро, прям наверх. Сейчас пойдем. Площадь называется торговая не просто так, а потому что раньше подходили корабли. В этих зданиях вокруг площади находились различные государственные органы, которые занимались растаможкой товаров, пришедших в порт Лиссабона. И на этой площади, соответственно, проходила торговля. Сейчас здесь часто проходят различные мероприятия, устанавливают сцену. И просто народ отдыхает, особенно в пятницу, субботу. Здесь очень весело. Арка огромная. Для того, чтобы подняться наверх, проходите сквозь арку, поворачиваете направо. Вход стоит 4,50. Забрались наверх. Вид шикарный. Лев. Туристы. Красиво сверху. Уличные развлечения. Типа кататься на тук-туках или на таких старинных машинках. Переходят дорогу на красный свет. Ну, в центре, да и не в центре. В Португалии это не запрещено. Ну и не то чтобы разрешено, конечно. В центре приятно. Всегда атмосфера такая веселая, расслабленная. Люди отдыхают. Очень много туристов, особенно в летний сезон. Красиво смотрится арка, памятник, футбольный клуб, уличные кафе, ресторанчики. Трамвайчики такие классные ездят. Чем рельсы так интересно он разворачивается. Кругом магазинчики. Этот знаменитый магазин консервов. Хотите дорогущую консерву? Идите сюда. Какой классный мотоцикл. Консервы красивые, дорогие. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 18, 15, 14 евро. А вот есть дешевка 70. Почти даром за 8 евро. Старинная архитектура. Но большая часть зданий была разрушена землетрясением 1755 года. Сохранилось лишь 15% построек после того землетрясения. Недалеко от площади коммерции, в нескольких минутах ходьбы, собор Лиссабона. Такое красивое здание, вход стоит 5 евро. Подходите сюда, смотрите. Можете прокатиться на тук-туке. Поднимаемся по району Алфама к замку Святого Георгия. Такие узенькие улочки.
люди живут с видом на туристов. Нашли по дороге раскопки, какие-то древние римские. Амфитеатр был когда-то давно. Можно зайти абсолютно бесплатно, посмотреть. Лиссабон, конечно, гористый городок, и ходить здесь по достопримечательностям слегка трудновато с непривычки. Поэтому хотите прокачать ноги, гуляйте по Лиссабону. Опять в горку. Ну ничего, это замок, он находится на горе, и после него, я думаю, будет легче, будем уже спускаться. Красивые домики в традиционном стиле, выложенные плиткой, где-то просто покрашены. Смотрится симпатично, но горы, конечно, поражают своей крутизной. О, мороженое. Кажется, мы подходим к замку. Уже крепостные стены. План эвакуации. Вот замок. Стоит 15 евро. Сейчас все покажем изнутри. Замок классный. Красиво здесь. Замка Сан-Жорж можете доехать на 737 автобусе. Такая древняя архитектура. Местами попадается такая, конечно, разрушка, но она древняя. Это история. Можете прикупить картину с желтым трамвайчиком. Недалеко от замка есть шикарная смотровая площадка. Живая музыка играет. Шикарный вид отсюда, конечно. Красные крыши. Неплохое место. Приходите сюда. Атмосфера такая приятная. Можете подойти и послушать живую музычку с красивым видом. Тут же есть кафешка. Можете посидеть, выпить пиво или кофе. Зашли в такой маленький сувенирный магазинчик. В нем продают кофе. Взяли мороженое в стаканчике за 2 евро. Кафе Нормал. Традиционная маленькая чашечка кофе за 70 евроцентов. Но это не главное. Главное, смотрите, какой у нас вид. Сидим, здесь хорошо, свежо, кондиционерчик. И вот с таким видом на Тежу. Мороженое в стаканчике с шоколадной крошкой. Все, как я люблю. Лайфхак. Увидите такие такси с зеленой крышей? Не берите их никогда. Лучше воспользуйтесь Uber'ом или Болтом. Будет гораздо дешевле. Иногда они прям разводят на деньги. Друзья рассказывали историю, как из аэропорта доехали очень дорого и очень агрессивно их разводили на деньги. Так что будьте аккуратнее. Едем на такси к монастырю Кармелит. Заказали такси. Ехать недалеко, но пешком идти не хочется. По жаре в горку. Минимальная стоимость посадки в такси 3,80 или 360. Соответственно, вот столько мы и заплатим. Меньше 4 евро. Такси здесь приятное. Такси в Лиссабоне, конечно, приятная профессия. Мне кажется, португальские грешники в следующей жизни становятся таксистами в Лиссабоне. Приехали к монастырю кармелитов. Здесь жакаранда доцветает красиво фиолетовым в мае. В Лиссабоне сезон жакаранды, вот этих фиолетовых цветов на деревьях. Вот сам монастырь.
Сейчас все покажем, расскажем. Площадь около него приятная. Вход стоит 7 евро. Идем. Красиво. Монастырь был построен в XIV веке, но Великое Лиссабонское землетрясение разрушило его почти полностью в 1755 году. Землетрясение было около 9 баллов, очень сильное, разрушило почти все постройки. Вот это все, что осталось от данного монастыря. Ну и его остатки сохранили как память о землетрясении, о трагедии. Памятное событие произошло около этого монастыря. В 1974 году началась революция гвоздик, так называемая, в Лиссабоне около стен этого монастыря, когда свергли тирана Салазара. Точнее, свергли не самого тирана Салазара, а его режим. Сам тиран умер раньше, а его режим существовал еще какое-то время. И вот около стен этого монастыря началась революция. Изнутри смотрится красиво, интересно. Внутри можете зайти, здесь большой саркофаг. Внутренняя часть музея тоже интересная. Различные древности. Сейчас будем смотреть шоу внутри археологического музея. Domnul Álvares Pereira, responsável de vários séculos, sobreviveu uma boa parte dos escolas deste povo. Em janeiro de 1756. В общем, если любите археологию, вам сюда, вам будет интересно. Знаменитые лиссабонские трамвайчики. Можете прокатиться. Едем на горном трамвае. Фуникулер называют. Поехали. Вечером на улице людей становится существенно больше. Все рестораны открываются. Люди начинают ужинать. Обстановочка приятная. Такие кафешки. Спускаемся в Каиш-де-Садре. Лиссабон достаточно зеленый город. Часто попадаются аллеи, парки с пальмами. Вот хвойные деревья растут. Нам это нравится здесь. Целый лес посреди города. Шикарно. Очень часто дома выложены плиткой, причем старые дома плиткой азулежу традиционной, ну так и новые дома смотрятся неоднозначно. Хотели бы жить в такой новостройке? Лиссабон, конечно, красивый город. Вниз по Лиссабону пройтись вообще приятно, в гору не очень. Улочки такие интересные, кругом барчики. Сейчас еще довольно рано, пока еще спокойно. Вечером здесь вообще движуха мощная. Сейчас вон только туристы катаются. Приятный город Лиссабон. Для жизни, ну для жизни не знаю, мы живем в пригороде, нам в пригороде больше нравится, но вот так для прогулок, прогуляться, посмотреть атмосферку приятно. Вот знаменитая Розовая улица. Здесь тоже вечером очень такой активный движ, много баров, ресторанов, все гуляют, смотрится прикольно. Еще в Лиссабоне очень часто в центре предлагают там чуть ли не все виды наркотиков. Там знатоки говорят, что они разводят, и на самом деле там все абсолютно легальные вещества.
типа мел, там, не знаю, всякий чай, трава различного вида, имитации всех видов наркотиков они продают. Часто в центре слышишь вокруг предложения такого рода. Паштель де бакаляо. Это знаменитый португальский пирожок с рыбой внутри. Мы его брали, нам не понравился. Я не знаю, кому-то может заходит. Но вот если увидите такое, то это, как правило, продают пирожок и еще портвейн. Портвейн классный. Пришли на станцию Каиш де Содре. Каиш де Содре. Узловая станция в Лиссабоне. Вот стоят кассы. Покупаете единый билет. Он будет действовать на пригородной электричке. Мы поедем в Белем на этой электричке. Также можно на корабликах переплыть на другую сторону Тежу. И можете спуститься в метро. Метро тоже в Лиссабоне классное. Проще всего в кассе купить вот такой билетик. 50 евроцентов стоит. Пополняете его на любую сумму. И также, если он у вас есть, можете пополнить самостоятельно его в таких кассах. Билеты продаются вот в тех кассах. Поездка в среднем стоит 2 евро. Что метро, что пригородный транспорт, что корабль на другую сторону. Для того, чтобы поехать в пригород, после покупки билета пополнения идете к этим турникетам, и там стоят поезда. Отсюда также можете спуститься в метро, такой вестибюль при входе в метро, и идете туда к турникетам. Здесь только на Каиш де Содре одна ветка в метро, поэтому не перепутайте, едете, смотрите карту. В метро веток немного. Каиш де Содре находится здесь, внизу. Разобраться несложно. На красной ветке аэропорт. Метро в Лиссабоне небольшое, но очень комфортное, чистое. Передвигаться приятно. Конечно, это не как музей, как в Питере, но достаточно все аккуратно. На табло показывается конечная станция ветки и время до отправления поезда. Вот сейчас. Вагоны чистые, аккуратные, приятные. На табло пишут следующую станцию, но не всегда. Стоят терминалы самообслуживания. Можете купить вещи первой необходимости. Также на станции Каиш де Содре есть обменники, аптека, магазинчики. Можете прикупить, но цены здесь, естественно, выше, чем где-нибудь в городе. Есть большой супермаркет на станции, прямо цены там нормальные. Супермаркет. Отсюда можете перейти на паромную станцию. Очень удобно. Переход в тенечке, пешеходные переходы. Все комфортно. Идем. Название причалов с расписанием. Очень удобно. Смотрите свой выход. А вот не знаю, как точно это читается. В Алмаду, чтобы доехать до статуи Христа, Касилхас. Наверное, неправильно произнес. Вот это нужно. Смотрите свой выход. И идете через такие турникеты в зал ожидания. С этого зала ожидания будет посадка по вашему направлению. Если вам повезет, то поплывете вот на таком шикарном катамаране. Я не знаю, как они отделяются, потому что мы один раз плавали вот на таком катамаране, просто бомбическом, а второй раз на достаточно стареньком. Видимо, как повезет. Если кто-то знает, как поплыть 100% на этом катамаране, пишите в комментариях, я бы еще раз плавал. Плыть недолго, в течение 10-15 минут он доходит до Алмады. Но шикарный, конечно, здесь общественный транспорт. Мне нравится в Лиссабоне. Как будто прогулочная лодка экскурсионная. А это всего лишь переплыть на другую сторону Тежу. За 2 евро. Плывем на корабле к Иисусу. Вон Иисус. Лиссабон, мост. Дикие туристы. Приехали к Иисусу. Вход стоит туда наверх 8 евро. Сейчас будем подниматься на лифте. Территория здесь приятная. Можно погулять, посмотреть. Вот это бесплатно. А можно подняться на лифте
кверху. Сейчас поедем. Очередь движется медленно. Надеюсь, это того стоит. Почти зашли. Сейчас поедем. Высота 25 метров. Последние пару этажей надо пройти пешком. И выходим на площадочку вот в такой. Вид шикарный. Мост отсюда красиво можно посмотреть сверху. Неплохо. Вот такая обзорная площадка. Группами завозят на лифте по нескольку человек. Ну, снизу тоже вид неплохой, но отсюда интересно. Наверное, можно подняться, посмотреть. Вот такая парковочка около Иисуса. Мы плыли на корабле в Алмаду, и там потом доехали за 4 евро на такси. Можно, наверное, на такси напрямую сюда. Мы просто хотели на кораблике еще посмотреть. Сувенирный магазинчик. Все с Иисусом. Музыкальный отдел. Можете сыграть. Шкатулка музыкальная. Множество Иисусов разных форм и размеров. Сейчас зажгем свечку. За 50 центов 2 свечи можно зажечь. Давай. А выбираем? А, не выбираем, да? Произвольно. Записываем. Ой, зажигаем. Электронные свечки. Электронные свечки. Технологично. Вот такая площадка внизу у Иисуса. Вот там мы были. Внизу можно прогуляться бесплатно. Здесь тоже красиво. Зашли перекусить в ресторан Джейми Оливера. Сейчас будет Саша пробовать вино. Скрывает нам вино мальчик. Скажи, что говно. Нет, по-любому нет. Ну как, букет раскрылся, аромат. Не поболтала. А бригаду. Окей. Понял. Perfect. Yeah. Научили Сашу пробовать вино. Атмосфера приятная здесь. И он прям такой Еду принесли. А, надо было вина, может, еще? Да, вина можно еще, вина много не бывает. У тебя какая-то много всего интересного. Бургер, ну небольшой, конечно, ну ладно. Мне кажется, нормально. Котлета такая. Мне кажется, она здоровая, да. Выглядит неплохо. Экскурсионные автобусы, двухэтажные, с открытой крышей. Шикарные. Пришли на винный фестиваль Боэйраш, ежегодный винный фестиваль. Такие бокалы по 6 евро, и можно дегустировать до 10 вечера бесплатно. Но всякая еда уже за деньги. Атмосфера очень приятная. Такие зеленые газончики. Это дворец Маркиза де Помпал в Боэйраш. Очень красивое место, особенно когда такие мероприятия. Шикарно. Смотрите, какая красота просто. Людей очень много. Все организовано, все красиво. Смотрится шикарно, конечно. Наливают вина, конечно, как кот наплакал. Но за 6 евро. Людей много. Самая большая очередь, вот это вот. Знаете, здесь какие вина? Молдавские и грузинские, да, было написано, по-моему, вот там табличка сейчас улетела. Вернулась, да. Так что португальцы любят молдавские и грузинские вида. В целом здесь неплохо.
Оказывается, вино здесь в бутылках продают всего за 3 евро, ну там 2,5, 3, 3,5, поэтому нормально. А вот это то, что они наливают чуть-чуть, это дегустационные такие пробники. В принципе, классно. Нашли эвкалипт, 300-летний, здоровый. Бесплатный фестиваль джаза в парке Арейраш. Вот это сервис португальский, смотрите, супербок. Пиво наливают. Вот такие мероприятия здесь организует муниципалитет. Все бесплатно для людей, просто в парке. Будет выступление джазовых музыкантов. Люди сидят прямо на газончиках. Все очень позитивно, приятно. Палатки торгуют вином, пивом, хот-догами, всем. Очень классное мероприятие, людей очень много. Видимо, местные знают, что здесь классно. Едем в пригород Лиссабона, в город, где прям концентрат просто различных достопримечательностей, которые нужно посмотреть. Сейчас все покажем. Вышли на станцию, ищем электричку в Белем. Проще всего искать электрички, смотреть на Google Maps. Набиваете нужный вам город, населенный пункт, и он покажет, во сколько отправления вашей электрички, и тем самым вы сможете понять, куда вам идти. Например, у нас электричка, по-моему, вот это 18:30 Белем. И чтобы проверить себя и не сесть в другую, потому что электрички останавливаются не на всех станциях, они могут остановиться, например, через одну, и вы проедете свою станцию. То есть лучше посмотреть на этом табло, что есть ваш населенный пункт. Если есть, то все отлично. Нажимаете кнопочку, двери сами не откроются, и заходите. Электрички классные, чистые, комфортные. В пригород вы можете также доехать по этому проездному. По этому проездному билету, примерно за те же 2 евро, можете поехать на городском автобусе, что очень удобно. В Белеме можете посетить музей землетрясения. Очень интересный музей, интерактивный, мы, к сожалению, не попали, он уже закрыт, стоит в районе 25 евро. Если бронируете за день онлайн, то получаете 10% скидку. Белем красивый городок, очень зеленый, парки, улицы красивые, приятно здесь. И много есть чего посмотреть. Паштелька здесь стоит евро 40. В Белеме находится первая в Португалии паштелишная. Это где делают пирожные паштель доната, только они здесь называются паштель де Белем. То есть они первые их придумали. Паштельки — это, наверное, самое лучшее из португальской кухни, самое вкусное, что у них есть. Внутри она красивая, такая как музей. Древняя, почти 200 лет. Также можете приобрести здесь портвейн, но цены здесь не низкие. В магазине можно купить, конечно, существенно дешевле. Здесь такой уже музейного типа. А вообще у нас есть вам лайфхак. Мы знаем, где купить паштельки. Гораздо вкуснее, потому что вот эти паштельки, они вроде традиционные, но они не очень вкусные. Они как будто с манкой внутри. А вот классные паштельки мы вам покажем, где взять существенно дешевле и вкуснее. Самые вкусные паштельки можете купить вот в этом магазине мини-пресса. Стоит всего 51 цент. Берете так и достаете. Интересная система. Доставать паштельки. Всего за 50 евроцентов получаете лучшее, что есть в португальской кухне. Паштель доната. Пирожное со слоеным тестом и с заварным кремом. Очень вкусное. И, конечно, шикарное место в Белеме — это монастырь Жеронимуш. Смотрится обалденно. Единственное время, когда нет здесь очереди, это когда монастырь закрыт. Все остальное время здесь стоит длиннющая очередь. Монастырь Жеронимуш
построен в 15 веке в готическом стиле. Смотрится, конечно, шикарно. Не зря здесь стоят постоянно очереди в него. Рядом с монастырем шикарный парк такой. Фонтанчик пока не работает, но, надеюсь, скоро включат. Красивая марина для лодок. И еще одно монументальное сооружение в Белеме. Памятник первооткрывателям эпохи великих географических открытий. На носу находится Генрих мореплаватель, а по краям с обоих сторон 32 фигуры великих мореплавателей той эпохи. Но, естественно, самый знаменитый из них — это Вашко да Гама. Ну а рядом современные мореплаватели. Пятница. Наверное, плывут на дачу. У нас едут, а здесь плывут. Нюансы, региональные особенности. Мост 25 апреля. Кстати, 25 апреля, почему он так называется? Потому что именно 25 апреля была свергнута диктаторский режим Салазара. В честь этого события, потому что Португалия очень не нравилась всем португальцам жить под этим режимом, естественно, как и в любой стране, где тирания, я думаю, это знакомо. Вот. Когда португальцы свергли этот режим, они очень сильно радовались. У них есть даже праздник 25 апреля, и этот мост назван в честь данного события. Празднуется ежегодно, практически как Новый год. Весь город гуляет. Парусники шикарные. Там Атлантический океан. Рядом с этим монументом есть очень классная кафешка. Вот такие устрицы продают, вино очень вкусные. 3 устрицы и бокал вина стоит 9 евро. Мы ели, все шикарно. Рыбаки ловят рыбу. Прям на набережной стоит много удочек. С другой стороны, не рыбаки пьют, едят. Ну либо это те же рыбаки, потому что рыбаков не видно, но видно пьющих людей. Интересно. Такую рыбалку я люблю. Еще одно классное сооружение в Белеме. Торре де Белем. Башня такая фортификационная, была построена в честь открытия морского пути в Индию. Вашко да Гама в 16 веке. В свое время она была тюрьмой, пороховым складом, таможней. Различные функции выполняла. Интересный факт, что строили ее на берегу, но после Великого Лиссабонского землетрясения она ушла в воду. И когда прилив, она стоит как будто остров на воде. В нее можно зайти внутрь, посмотреть изнутри, но учитывайте, что все музеи, как правило, в Португалии закрываются достаточно рано, часов в 6-7 вечера, уже все закрыто. Так что приезжайте пораньше. Неподалеку находится военно-морской музей. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что из жизни Португалии вам интересно посмотреть. До новых встреч, пока-пока. Мост Сан-Франциско. Такой же, один в один, не жарко. Май месяц, 1 мая.